В этом видео как раз хочу показать, как можно выбрать швейную машинку, не вот эту красавицу, которая сейчас стоит, а бытовую швейную машинку и на что нужно обратить внимание. Поэтому смотрите видео дальше, думаю, будет полезно. Вот как раз для примера машинка, одна из известных моделей, фирма Brother. Ну и скорее всего возникает вопрос у вас, а при чем тут вес и модель машины. Если вы посмотрите эту модель, это RS260, то на сайте она позиционируется как облегченная, очень легкая, и в этом ее самая такая большая фишка. Да, где-то это так, но вот самое интересное начинается, когда приходится эксплуатировать машину, когда она выходит из строя и начинает капризничать. Вот следующая фотография как раз показывает, что внутри. Да, не пугайтесь, вот если обратите внимание, ну, это реально пустота. Но более интересен следующий момент. То есть вот можете увидеть, что по сути машина состоит из двух половинок. Хотя, казалось бы, бренд, дорогая машина, которая на данном этапе стоит от 10 тысяч. Но, тем не менее, вот возникает вопрос, как вы думаете, выдержит ли она нагрузку? Ну, естественно, что, скорее всего, нет. То есть можно сказать, что это машинка-белошвейка. Следующий момент это модель Toyota. Он позиционируется как легкая бытовая модель, вес где-то порядка 2 килограмм. Если обратите внимание, то по сути вот оно профильное гнутое железо, ну, похоже на металлопрофиль, который просто в руках гнется. Ну, вот где-то может быть это будет видно так вот. Ну и тоже такой нюанс, что здесь, к сожалению, не очень хорошо видно на видео, но по сути практически все пластиковое или пластмассовое. Пластиковые втулки, пластиковые шестерни, ну и машинка она сама играет просто в руках. Но опять-таки вес в данном случае является вот этим моментом. Ну и яркий такой образец, тоже где-то машинка 1,5 килограмма весит, она маленькая, удобная. Ее привезли из Евросоюза, но вот обратите внимание, тоже опять-таки машинка из двух половинок. И, мягко говоря, то есть вот эти вот детали, пластиковые втулки, пластиковые шестерни, а, пластиковые узлы, это то, что выходит из строя. Поэтому, когда у вас возникает вопрос, то немаловажный момент для выбора машинки это не фирма, хотя фирма тоже играет роль, а это вес. Вес должен быть не менее 5 килограмм. То есть оптимальный вариант где-то от 7. Вот, потому что есть модели, и там уже действительно летая дюралевая рама стоит, хорошая механика. Ну а на примере вот этих моделей вы видите, ну, из-за чего этот легкий вес. И я думаю, вы понимаете, чем это чревато. То есть машинка, она просто реально не отработает свое. Если вам что-то интересно, то отписывайтесь под комментариями. Постараюсь ответить на ваши вопросы и помочь вам с выбором. Но вот этот вот момент обязательно запомните. Молодцы, что досмотрели видео до конца. Контакты будут размещены немножко позже. Здесь где-то по этой стороне посмотрите баннеры, ссылки на видео, ссылки о том, как связаться со мной, ссылки в отношении того, что я еще могу делать. Рекомендую вам просмотреть плейлист. И если информация оказалась для вас полезной, то, пожалуйста, поделитесь с друзьями. Думаю, им тоже пригодится. Успехов и пусть ваша техника не ломается.